Опа, заговорил какой-то суперголос. И вот мы появились, наконец-то, в такой прекрасной студии. Говорит, привет всем. Ну что, готовы послушать про Rift? Мы сейчас вам покажем это. Ну да, они начинают рассказывать свою историю про то, как они начинали на Кикстартере. Ну, короче, все мы мечтали про виртуальную реальность, и вот, наконец-то, виртуальная реальность пришла. Ну, когда энтузиасты вместе сходятся, реально происходят прекрасные вещи. Ну, и им очень понравилось. Это реально снесло им голову. А что он рассказал про Atari? Евгения, Женя, что он рассказал про Atari? Он историю рассказывает о том, как все начиналось еще с Atari. Так. 40 лет назад. А я не знал, что они сделали какую-то разработку с виртуальной реальностью связанную. В общем, они очень любят игры, на самом деле очень их любят, и поэтому решили сделать что-то новое для игр, поэтому, мне кажется, они говорят о том, что они сменили формат. Ну да, все же геймеры мечтают быть внутри игры, и вот, конечно же, мечту всех геймеров на самом деле сегодня осуществили. Точнее, ее осуществили уже 2 года назад, но все это были прототипы ДК-1, ДК-2, а вот уже сегодня, сейчас Oculus представляет свою потребительскую версию. Мне кажется, сейчас они говорят реально про то, как игры действительно начнут потрясать, и уже действительно впечатление будет очень сильное. Да, теперь представьте просто, когда T-Rex реально подходит к вам, и вы чувствуете всю его мощь. Я реально, когда тоже был в шлему, иногда действительно боялся некоторых моментов, причем боялся по-настоящему. В данный момент он пытается вам передать именно это. Ну, нам всем. Вот что такое виртуальная реальность. Очень глубокое чувство, очень сильное. Как бы хотим сказать, что мы тоже являемся фанатами виртуальной реальности, уже связаны с этим делом 2 года. И очень сами являемся поклонниками этой темы. Впервые вы будете действительно по-настоящему внутри игры. Все геймеры об этом мечтали. Да, чувак, ты прав. И это действительно сегодня, сейчас здесь. Сегодня начало игр в виртуальной реальности. Поздравляем всех с этим, поздравляем. Вот он, красавчик. Интересный материал. Мы знаем, что прокладки на ДК-2 стирались очень быстро, покупали специальные насадки. Я думаю, здесь это будет все решено уже, добротно сделано. Вот это, мне кажется, это камера, которая будет position tracker, или как это правильно говорить. Наушники свои. Причем, я думаю, система неплохая, там говорили, что будет 3D-звук. И, кстати, фотографии — это те самые фотографии, которые... Ух ты! Ну, эту игру я знаю, как она называется, забыл. Космическая такая. Честно, просто вылетела из головы. Класс. Но фотографии, действительно, которые вылетели недавно из интернета, являются действительно фотографиями этой маски. Поэтому то, что говорил Палмер Лаки, что это не то, это то. Вот они. Мы можем поаплодировать, наконец-то мы его видим.
Вот такой он аккуратный. Очень похож на Crystal Bay, да? Который был показан недавно. Но поаплодируйте там. Что, он совсем беспроводной? Кстати, да, реально. Интересно понять, он действительно беспроводной, потому что... Ну, Oculus Rift самое главное, что тут говорить, реально. Все остальные просто за ними пока что следуют. Основной игрок виртуальной реальности. Только странно, действительно ли они будут без шнура? Или он просто не подключил еще шнур? Может, он просто штекер этот вставит? Смотри. Конечно, хотелось бы к этому парню подойти сейчас, взять этот шлем. Взять этот шлем. Фу, как это звучит. Будем называть это маской. Интересно, что наушники. Я вот думал, что все-таки, которые полностью уши будут покрывать, но наушники вот выбраны вот такие, которые просто покрывают уши, только уши. We had to have a really tight integration of hardware and software. It took years of development. Скажи что-то про то, что наконец-то драйвера будут нормальные и контент будет. Пока что только про годы разработки. Пока они говорят про то, что мы и так уже, конечно, слышали много раз. We've designed a custom display and optic system that enables us to achieve comfortable presence. It features two Два OLED-дисплея в нем. Все-таки два, не так, как было один, да? Нет никаких пикселей. Да, экран не размывается, все четко. Ух ты! Никаких подергиваний. Вот это действительно, на самом деле, я просто рад слышать очень сильно. Если это действительно так, то я просто спасибо хочу сказать им уже. Широкий угол обзора и вот это новое размещение маркеры, трекингового девайса. Да. В общем, маркеры размещены будут уже по-другому. Возможно, это как-то сменит немножко ощущение от трекинга. Шаг в лифт. Ну, про трекинг-систем расскажут еще немножко позже. Это сенсор, который вы ставите себе на стол. Напротив вас, то есть как position tracker камера, да? Да, и просто подключаете в компьютер. Ну, то есть это заместо той камеры, что мы ставили всегда напротив. Смотрите, шнуров нету. Так же, как и сейчас, можно будет создавать сидячие, стоячие демки. То есть контент будет как для сидящих, так и для стоящих людей. Система трекинга будет, да, осуществлять такое глубокое погружение в виртуальную реальность. Также говорит о важности звука для погружения в виртуальную реальность. Ну да, 3D-система, которую они анонсировали еще в Crystal Bay. 3D-наушники. Ну да, конечно, это добавит погружение. И очень гордятся они своими встроенными наушниками. Ну, про которые, да, мы уже говорим. It needs to sound like he's off in the distance. As you turn and look and you feel the rumbling of him coming down the hallway, all that audio must be spatialized. It must be 360. It must match. Это будет объемное звучание, 360 градусов. Ну да, 3D-звук. Теперь объект будет еще и звуком указывать вам свое местонахождение. Так как виртуальная реальность — это погружение полное, теперь вы будете смотреть на звук. Ну, потому что вы будете слышать, допустим, что кто-то сзади подходит, и вы теперь оглянетесь просто в ту сторону, потому что виртуальная реальность позволяет оглядываться, смотреть куда угодно. Вот, если вас не устраивают эти наушники, вы можете их заменить на свои. Ну, то, что мы слышали про Crystal Bay, что они съемная опция. Как воздух, легкий.
3 года, да, они выходили к этой, Да и форме, да, ну да, к этой форме, к этой массе, в общем, к этой комплекции. We've made it so that it, as tight as it is, so that it doesn't move around, it's not actually pulling against your face. So you can really be in there for a while, enjoying the experience. Прилипает как будто, да? Как единое целое будет с лицом. Да, то есть вы не будете его ощущать. Оно Вообще. недостаточно туго и при этом достаточно свободно. Да, и я смотрю, материал интересный. When you put it on and you look around, you don't have this kind of device hanging out over your head. It just disappears. То есть комфортная, конечно, штука будет уже. Это реально. Вы сможете забыть о том, что вы в шлему. Ну, я уже иногда из ДК-2 забываю, что я в шлему. Я представляю, как с этим будет. Все-таки шнур есть. Шнур они показали только сейчас. Но он подключается, по-моему... Нет? Не снизу? Сейчас посмотрим. Что это за штука? Ага, для людей с разным расположением глаз можно будет двигать линзы. Вот это переключатель, он имеет отношение к этому? Внизу, который вот находится. Вот, смотри, да. Конечно. То есть вот таким движением уже это будет все происходить. То есть все, что мы делаем, это только делаем вот так. В общем, легко будет уже. Да, легко подстраиваем под себя. Юзабилити отличная. Но поролон, да, видим поролон. Женя заметила поролон тоже. Вот этот, конечно, поролон, мы с ним намучились. Нас обоих же зовут Женя. Я Женя, и она Женя. Мы два Жени. The headset is all wrapped in fabric. It feels incredible to hold Шлем and покрыт to wear. We really wanted to make this a beautiful тканью. product. Тканью? Да. I can't wait for you guys to get your hands on it. So that's a brief overview of the Rift, the headset. We talked about the custom display and optics to achieve presence, the wide field of view, the constellation tracking system for precise, low latency head movement, as well as the 360 Ну, то есть spatialized audio, the integrated 3 headphones. таких описывает, не, даже не 3, уже 4 составляющих всего этого дела. Feels really comfortable, really lightweight, right on your head. So that's the headset. Это то, что касается самого шлема. Мне кажется, сейчас перейдут уже к презентации чего-то еще, может быть, приставки. Еще пульт, кстати. Developers and gamers understood. One that they're familiar with, that they can get right into. One that developers can use to build a huge number of different experiences, cover all different kinds of genres. Пробуют уже, да, много жанров Well made. We tested all of them out there. We для built our own контента. prototypes. We've been working on this a long time. And one of the things that we determined along the way is that including a gamepad in this generation of the Rift is really Ух ты! important. Сейчас мы узнаем о геймпаде, который идет Ух со ты! шлемом. Вот это очень интересно. То, что интересует всех геймеров. И нас в том числе. Вот ты, смотрите, как Xbox... Может, это будет пульт? Нет, это вообще-то геймпад. Геймпад это точно. Похоже на геймпад от Xbox 360. А это же Xbox Все, они One. в комплект поставки входит беспроводной джойстик. Xbox One. Вот так вот. Интересно. Не PlayStation 4, Xbox One. Вот кто друзья Oculus теперь. Ну правильно, Марк Цукерберг. Америка. Вот так вот. Интересно, Xbox One. Возможно, это и для приставки в будущем сыграет какую-то роль. Возможно, будет еще Xbox 2. Вот так вот. Вот ребята из Xbox Вот пришли. они объявили свое партнерство с Xbox. Вот так вот, ребята. Вот вам и новости. Ну, фанаты Xbox, думаю, радуются все. Да и мы не против. To every Oculus user at launch is incredibly exciting for us, and we think unlocks the potential for game developers everywhere.
At Microsoft, we're incredibly focused on making Windows a great operating system for gamers. Да, тут еще и Windows 10 как... Они планируют сделать Windows 10 очень удобным для геймеров. Отлично, мы этому рады. Да, все говорят, что Windows 10 будет нечто таким очень хорошим. То, чего всегда ждешь от Windows. Чтобы он был хорошим, добротным, ну и интересным, потому что всегда нравится иметь свежую систему на компьютере. Очень интересно, там демчик уже получается. And with DirectX 12, working with Oculus to ensure that those experiences are exactly the kind of experiences that you will expect in the gamers will expect, we believe we'll be able to create 12 DirectX. Да, карточки 970 и 980 GTX уже его поддерживают. Всем рекомендуем, кстати, отличные карточки. NVIDIA. Another key area of focus for us that we talked about back in January was the ability to stream. Ну, джойстик, мне кажется, вам подойдет обычный от Xbox 360. I'm really proud to announce that that same streaming capability will be available for Oculus Rift. People will be able to stream their Xbox One games, great Xbox One games like Halo, Forza, Sunset Overdrive, to the Oculus Rift, Игры на Xbox One будут под Oculus Rift. То есть Xbox One... Интересно, сама приставка тоже может работать с Xbox One? Мне кажется, это следующий шаг презентации. Сейчас еще окажется, что Xbox One — это сейчас приставка, которая уже поддерживает Oculus, и тогда это просто поднимает ее вверх, и это выиграет. PlayStation 4 тогда сейчас задумается со своим Project Morpheus. Да, ребята, короче... По-моему, совсем с этим еще будет Xbox One неплохо дружить. Вот она играет просто в игру в Xbox One в режиме кинотеатра виртуальной реальности. То есть, не думаю, что это, конечно, самая лучшая такая нужная опция. Но мне интересно, Xbox One все-таки будет работать с Oculus? Ну, мне кажется, да. Конечно. Вот так вот это новости. All of the innovation that we've seen over the years in virtual reality with a company with years of history in a leadership position. Опять идет история о том, что две таких хорошие компании вместе сделают что-то хорошее. У них отличный опыт во всем. On behalf of Microsoft, I'm incredibly excited in what's in store as this partnership continues and the work that Oculus is doing to perfect their product continues on. Вот так вот. Пока что вот этим только ограничились. Не сказал прямую поддержку Xbox One и Oculus. Сказали только про джойстик. Показали игру Forza. Кстати, показали Forza Motorsport. Сказали, да? Да. Сказали. Я понял. Подобные игры. Ну да, показали Forza Motorsport от Xbox One, то есть Forza Motorsport, новую часть. Я не буду говорить, какая это уже по счету, чтобы не сказать глупость. Но да, Forza Motorsport — это эксклюзив Xbox One, скорее всего, это говорит действительно о том, что да. Однозначно. Причем Евгения слышала, как он сказал. I'm just thrilled to have that device in there. It's a terrific controller, one of the best in the world. But input is going to continue to evolve, rapidly evolve. And we've been working on a lot of other things, which we'll get to in a bit. But a VR platform, this VR headset, the input, as it all comes together, really isn't worth that much unless there's incredible content. Так, что это будет? Контент. Ага. It's the content that makes you feel like you're there, enjoying these incredible worlds. I'm pleased to welcome Jason Rubin, head of Oculus Studios, to talk about some of these Oculus incredible Studio — это та, которая фильмы снимает под Oculus Rift. Про ежика, да, вот этот вот короткометражка про ежика. Мы видели трейлер. Ну, мультяшка. Ух ты, про «Звездные войны», да, что ты сказал? Да, что 40 лет назад вышли «Звездные войны», и всем снесло голову. Ну, то же самое они планируют сделать сегодня.
Было прикольно посмотреть «Звездные войны». Некоторые моменты именно с маской. Может, скоро так можно будет сделать? Ну да, только я думаю, все равно им нужно будет переснимать это или переделывать. Ну, это будет компьютерная анимация, скорее всего. This distance between the players and the games and the worlds we were making for them. A window they couldn't step through, whether that was a monitor or whether it was a TV. And that frustrated a lot of us. VR changes that. VR fulfills the dream. It lets you step through В общем, виртуальная реальность реально очень серьезно влияет на человека в положительном смысле слова и меняет даже, может быть, в чем-то человека в момент потребления виртуальной реальности, если это так можно сказать. It's great to be here and be a part of building the future of VR. Many people don't know this, but many of the founders and early employees of CCP Это разработчики, да? started to work in Да, VR CCP 20 years Games. ago. It was called VRML at the time. It didn't really involve a headset, but it was Интересно, я не слышал вообще. EVE. And since the EVE launch Online. of our first game, EVE Online in 2003, we've kind of Отличная игра. been blurring the lines between what's real and what's virtual. In fact, our company vision is to create virtual worlds more meaningful than real life. And that sounds kind of a ballsy, crazy-ass statement, and we often kind of have turmoil within the company about it. But now, when we are truly seeing the dawn of virtual reality, I don't think we have to make excuses for that statement as much anymore. Что он говорит? And you'll really get a chance to understand what I mean if you go and play Valkyrie on the latest. Сейчас он продемонстрирует саму игру, продемонстрирует разработчиков вначале, конечно же, но игру он точно продемонстрирует. Хотя бы немножко покажите нам, как он будет играть. In Iceland, we're so inspired by the Oculus Rift Kickstarter back in 2012 that they became backers themselves, and we, CCP, also became some of the early backers. And as soon as we got the kits, they started trying. And the team that put this together, like many gamers, were raised on Star Wars, Battlestar Galactica, Firefly, and played games like Wing Commander and X-Wing. И люди, которые имели отношение к разработке Wing Commander или делают Wing Commander сейчас для «Звездных воинов». Потому что я слышал, будет такая игра тоже, как раньше была. В общем, нам демонстрируют разработчика, который делает очень хорошую игру для шлема виртуальной реальности. И они этим очень гордятся. Да, я тоже помню этот момент, когда ты первый раз используешь шлем виртуальной реальности, маску виртуальной реальности, начинаешь осознавать себя, смотришь вниз, ты испытываешь очень сильный эффект. И так выглядят люди, которые... Ну, это ДК-1, это прошлое, это они так начинали, это, наверное, какие-то тесты чего-либо. Ребята, наверное, играют по сети. Я, кстати, никогда не играл по сети еще в маске виртуальной реальности. Короче, догфайт в космосе. Догфайт — это как в War Thunder, World of Planes, когда самолет за самолетом. Ну, вот такой будет симулятор. Ну, серьезные ребята, серьезная игра. Качество будет соответственное. Представляете, все это будет без пикселей. Это будет круто, реально. Отличные мира, конечно. Вот это будет приключение. Да, для геймеров, конечно, все это для нас важное событие со времен газонокосильщика. Сейчас мы посмотрим трейлер игры. Ну, трейлер мы видели, но, может, покажу что-то новое. Это как эта игра будет выглядеть из шлема. Отлично. Прям вид
Короче, геймплей. Ну, наверное. Хотя кто его знает. Может, он такой действительно и будет. Но меня это уже потрясает. Шикарно. Ну, блин, черт возьми. Это реально будет круто. Парчик такой выходит там. Опа. Тут момент даже в спину, наверное, немножко уйдет. Блин, запотелости все эти, или как-то на стекле все это видно. Черт, класс. Просто бомба. Сел так на диване с геймпадом и полетел. Где бы ты ни был. Черт, вот это да. Просто. Хотел бы как бы от себя сказать еще тоже, что в шлему виртуальной реальности очень объекты действительно выглядят, знаете, вот если это большое что-то, то оно действительно выглядит гигантским. Те же киты под водой, которые мы вот смотрели в демке, Ocean Rift и так далее, они действительно выглядят просто большими, и ты пропорции с ними действительно как бы чувствуешь себя маленьким. То есть вот вы сейчас видите, как он летает. Ну, поверьте, у него там на самом деле восприятие такое, что он понимает, что махины такие рядом с ним. Поэтому здесь очень все интересно. Тот же War Thunder, если кто играл, в War Thunder можно тоже было ДК-2 использовать. Просто летать над речками. Ух ты, черт. Началось, короче. Ух. Проверь на 6, как в War Thunder. Это значит, у тебя на хвосту кто-то. Блин, бомба. Он строчит, как в War Thunder. Строчит, как в War Thunder. Все мы это делали. Я так понимаю, что здесь самонаводящиеся ракеты еще будут. Не, игрушка прекрасная, и сразу же видно, что сделана большими людьми. В общем, продукт. Уже отличный продукт. Вот только интересно, на Xbox One вот так оно будет или нет? Потому что если мы возьмем даже третьего Ведьмака и сравним PC-версию с Xbox One, то PC-версия делает Xbox One. Тут уже нету вариантов. Вот так вот. Да, браво, конечно, браво. Мы аплодируем. Отлично. Hello, my name is David Adams, and I work at Gunfire Games. At Gunfire, we love crafting new worlds. So we were really excited by. Короче, сейчас, наверное, про крафтинговые игры пойдет речь, про свободный мир и про виртуальную реальность. А вот этого вообще мы не слышали и не видели. Gunfire Games, честно говоря, я не знаю. Первый раз вижу. Возможно, кто-то видел их. But Herobound is the past. Today, I'm here to introduce you to a new experience we would like to take you on. It's called Chronos. Let's have a look. Кронос. Новая тоже какая-то игра. Никогда не слышали, следим за всем, ничего не слышал. Новости свежие. Почему перед E3 они все это делают, не пойму. Просто не пойму, почему такой шаг. Ну, показывают такие эксклюзивы. Ты не помнишь, через сколько будет E3 выставка? Через 4 дня? Через 4 дня. Люди такие эксклюзивы прям выносят. Скажу честно, для меня эта презентация как, не знаю, когда первый раз Стив Джобс iPhone показывал.
Chronos is an atmospheric RPG that plays out of the course of a young man's life, chronicling his quest to free the land from the curse of an evil dragon. And central to his quest is an ancient labyrinth, one that only В общем, занятно, конечно, занятно, но я не сказал бы, что это меня так потрясло, допустим, как потрясло на предыдущей игре. На предыдущей игре. Да, непонятно, как она будет выглядеть. Да, то есть не показали абсолютно вообще сам геймплей. Я просто увидел, да, отличный как бы ролик про мир этой игры, но не более. Ну, я бы не сказал, что меня потрясла графика. With Chronos, we really wanted to use the magic of presence to transform the player to a completely fantasy world. And so the environments in Chronos are just as memorable as the journey itself. You'll explore old ruins, vast caverns, and ancient tombs in search of... Ну, он так сам неуверенно рассказывает, чувствуется по глазам, что сам не фанат того, что сделал. Вот предыдущие парни говорили более уверенно. И все, такая немножко непоняточка, да? Следующий разработчик. Thanks, David. I'm Ted Price from Insomniac Games. Edge of Nowhere Вот это интересно. Insomniac's brand new third-person action adventure exclusively От for the третьего Rift. лица эксклюзивно для Travel Рифта. to the frigid reaches of the Antarctic in search of a missing От третьего лица, да? As you venture Да, в поисках deep into the пропавшей unknown, экспедиции. you'll Ну вот на encounter самом a деле, surreal честно, world which will играл я от третьего лица, допустим, там была игра про на сноуборде, помнишь? Вот честно, классно играть от третьего лица, ничего не спорю. Я бы даже Кастельванию прошел бы обязательно заново. Но все-таки виртуальная реальность для первого лица, как по мне. Ну, интересно на самом деле. Тоже, но... Как бы, чем было бы плохо вот это все сделать от первого лица? Ну, пускай даже вот в такой графике. Кстати, физика прикольная. Ух ты, это интересно. Мне кажется, все-таки оставляют они немножко интриги для самой E3. Они показывают нам обложку, по крайней мере. Ну, как бы, не только обложку, сам геймплей тоже даже показали. Но все это является, мне кажется, такая некая обложка. На E3 будет все остальное. Хотели бы мы тоже там в Сан-Франциско оказаться. Интересно, не дадут сегодня кому-то попробовать эту маску? I've become a believer. Yet I don't think that happens until you put on a headset and dive into one of these worlds yourself. Selfishly, I hope all of you come by the Oculus booth at E3 and Приглашают experience всех Edge of подойти в Nowhere. будку Oculus на E3 и прочувствовать Да, на себе. всех, кто будет в Лос-Анджелесе, подходите в будку на E3, попробуйте уже. Расскажете потом обязательно. А мы оформим предзаказ. Следующий, да, парень? А нет, это все Oculus Studio, да? Это будет все объединено в одну студию или как? Или что это? Рассказывают про игры, шутер от первого лица. Пока что нам показывают только логотипы игр, их специально не показывают, потому что все это будет, конечно же, на E3. Просто показывают. Ну, эту игру мы знаем, конечно же. Даже на Samsung VR мы в нее играли. Да, кстати, в Амстердаме мы пробовали Samsung VR. Все эти игры будут на выставке. Ну вот. Это только начало, как они и говорили в своем обращении на сайте. E3 — это только начало. Смотри, какие разработчики. Square Enix там. Неплохо. Я уверен, что здесь куча других крутых компаний. Честно скажу, знаю только Square Enix. Square Enix. Square Enix. So I'm going to leave you with a through-the-window, old-school look at what's to come, but I implore you to come to E3 and step through the window. Вот так вот. Придете на E3 и сами перешагнете через окно в виртуальную реальность. Вот он, новый логотип. Вот он, новый Oculus. И вот это контент. Вот и все, наверное. Возможно, да, возможно, сама... Ой, какой хоккей будет! А вот вам интересный момент. Черт возьми. Ну, тоже интересно, все-таки очень интересно. Что же это будет за такое путешествие?
Я имею в виду та игра. Смотрите, логические игры будут. Интересные. Футуристические. Да, вот эта игра все-таки мне тоже интересна, потому что, может быть, это мы видели. Может быть, по геймплею все будет гораздо веселее. Потому что когда вы внутри виртуальной реальности, когда вы одеваете маску, поверьте, все это совсем не так выглядит. То, что вы видите на экране, это не так выглядит в самой маске. Все. Вот такие вот дела, конечно. Это было здорово. Вот, наверное, и вся пресс-конференция. Ну, теперь девушки. For a lot of us, game developers are our heroes. They're brilliant, creative, and they've taken us on incredible journeys since we were kids. My parents and I played all the Sierra Adventure games together. Все-таки продолжение идет. I remember when my dad had to get a second phone line for the house because I was always connected to Ultima Online. Gaming got me into programming and into this incredible industry to begin with. I believe virtual reality is going to inspire a whole new generation. Ну, в общем, она тоже верит в виртуальную реальность, как в новое поколение, как и все мы верим в это. That means supporting established studios, small independent teams, and everyone in between. And thousands of developers all over the world have already joined us on this journey. With the Rift, anyone can be a creator. Я так понимаю, выступает как независимый разработчик, наверное, да? Что каждый может быть создателем, или что она имеет в виду? Unity, да, Unity и Unreal 4, Engine. Каждый может стать разработчиком. Да, это две платформы, которые давно уже делают демки для виртуальной реальности, которыми мы пользуемся уже давно. Я даже пробовал что-то в Unity делать. Ну, как ребята, разработчики общаются. Прекрасная компания. Существует портал, на котором все разработчики загружают свои демки. Ну да, мы пользуемся всеми этими сайтами. Постоянно отслеживаем появление новых демок. Бывают и очень хорошие, бывают и очень сильно простые. Поэтому отсеиваем. Ну, это Crystal Bay еще. Видите, он очень сильно был похож. Самое интересное, нам не сказали ничего про разрешение. Я вот жду, когда скажут про разрешение. Ну, в принципе, 2000 с чем-то. Как 2К, типа. Интересно, выйдет ли Палмер Лаки сам? Джон Кармак, тоже интересно. Здесь. Toward accelerating the development of these sorts of innovative, one-of-a-kind, independent games on the Rift. Будут финансировать. 10 миллионов есть у них, да, для проектов. В общем, у кого есть проекты, вот 10 миллионов ждут кого-то. Так, я, по-моему, знаю, кто сейчас выйдет. Да. Да-да-да, это этот парень, который ездил в Лас-Вегас с Crystal Bay. Такой ихний представитель, который красиво говорит. We grow up daydreaming about really being there, stepping inside our favorite game. But for the first time with the Rift, we can actually live that experience. Так будет красиво выглядеть ваше теперь место. Никаких шнуров, все очень аккуратно. Продукт. We've been working hard with Microsoft, NVIDIA, AMD, and a number of top PC manufacturers. NVIDIA, AMD. Услышали. Работают они с этими разработчиками. А Intel? Как там? Почему именно AMD? А, кстати, AMD выбрали они. Ну, это просто реклама, на самом деле. Все мы знаем, как обстоят дела. А вот такой вот будет портал. Это будет что-то типа Steam, только свое. Ну, как и планировалось, как я и ожидал. У Samsung Milk VR здесь будет что-то свое.
То есть сразу же будет уже меню, вы одеваете шлем, и вы начинаете уже... Вы сразу попадаете в магазин. В магазин. Ну, а куда же еще вам попадать? Денежки, денежки. Ну, все правильно. Видишь, у тебя там будет, наверное, какой-то свой аккаунт даже. Может, это и социально как-то тоже будет. Теперь они вам будут давать пробовать перед тем, как вы покупаете. Не можете вы так сразу понять, поэтому вам дадут одеть шлем, попробовать и принять решение при покупке. Нужно будет осмотреться То есть вокруг у каждой игры будет своя комната, которая будет как-то вам давать прочувствовать уже свою атмосферу. Это просто прекрасно. Можно связываться с друзьями, даже не снимая шлем. Ну вот, странно, что пока что Facebook как бы не слышен в этой истории, но у них уже своя социальная сеть. Вот так, социальный Все, не момент. снимая шлема. Социальный момент, да. We're going to be talking more about home and all the other features of the Oculus platform at Connect 2 this September. From all of us on the Rift dev team, we're really excited to be gaming with you guys in VR next year. Итак, спасибо тебе, чувак. Интересно, тоже интересный момент. Я считаю, вообще очень крутая презентация. По крайней мере, ну, такие размышления уже появились. То есть вот и все, наверное. Но про компьютер молчат пока что. Систему хотелось бы услышать тоже. Ну, мы примерно ее знаем, конечно. Ни на что не похоже. В общем, короче, на E3 приходите и сделайте шаг в виртуальной реальности. И вот пошла реклама E3. Да, это самое главное событие, конечно. Все можно будет попробовать. Ух ты, елки. Хотим тоже туда. Даже можно будет загрузить какое-то приложение на телефон? Зарегистрироваться. Ага. То есть... Да, там почему-то две маски, или что мы там видим? Вроде как две маски. Может, ДК-2? Просто ярлыки, мне кажется. Наверное. То есть и ДК-2, если что, поддерживает. А вот и сам Палмер Лаки. Вот тот, кого мы все ждали. Говорят, что он сделал виртуальную реальность, потому что захотел ее. Но купил все, что было, ничего ему не понравилось. Красавчик, только пополнил немножко уже миллионами долларов. Почему-то у него старый логотип на майке. Да, ну все его мы будем помнить, этот логотип всегда. Это первый логотип Oculus. Кстати, классный логотип. Мне, может, даже больше нравится, чем вот эта сарделька сверху. Тут глаз как бы. Короче, говорит про то, что на геймпаде отличные игры мы сделаем, потому что мы давным-давно уже работаем с джойстиком, и разработчики работают с джойстиками, и контент будет отличный. Ну, очень сильно, да, не джойстик. Кстати, то, о чем мы с тобой говорили недавно, это было наше предположение. Помнишь, что Xbox... Кстати, что я говорил? Что не будет новых контроллеров. Что не будет новых контроллеров, что они возьмут Xbox и джойстик. Я вам честно скажу, это говорил 3 дня назад. Вот реально. Вселенная меня слышит. Не, красавцы. Ну, честно скажу вам, я держал этот джойстик, и мне, честно, старый Xbox 360 джойстик, вот честно, нравится больше. По ощущениям, может, я привык. But what about future games and future experiences that can only be unlocked with a different input device? А вот сейчас, скорее всего, он расскажет что-то про новый контроллер, Интересно. который Xbox не может заменить. Вот так вот.
Ведь первое, что делают люди Руки! в шлеме, Короче, сейчас мы будем ищут говорить свои руки. про что-то типа системы, которая отслеживает движение ваших рук, сканирует все впереди вас, смотрит из вас. Как она называется? Я забыл. Но это не Nimble, я забыл. Leap Motion, да. Но это встроенный Leap Motion. Ну что, он сейчас начнет, наверное, играть? Нет. Ух ты! Нет, он не встроенный. Вот так вот, браслеты. Oculus Touch. Вот это да, ого, черт. Ничего, вот теперь овация он срывает у всего зала. Вот это то, что никто не знал, не ожидал, то, что никуда не утекло. Весь в датчиках, наполовину как Xbox. Черт возьми. Черт возьми. Просто разрыв мозга. На шнуриках, правда, нам шнурики неохотно показывают, но это просто то, что нужно. Это и стреляешь, и целишься. И стреляешь, и целишься, конечно. Очень удобно. Просто здорово, вообще просто неожиданно здорово. Нет, мы ожидали, что будет что-то... Да тут всего столько было уже, что, честно говоря, устал удивляться даже. То есть теперь вы можете брать, взаимодействовать с предметами, с виртуальными предметами. We wanted a design that was low mental load, something you wouldn't have to think about, something that would let you use these controllers effortlessly, like you use your real hands in the real Мы world. стремились сделать контроллеры такими, чтобы вы даже не чувствовали их в руке. Ну, такие же легкие. Но все равно вы будете чувствовать, что у вас в руке все-таки контроллер. Допустим, для стрельбы из пистолета вам надо все-таки ощущать саму рукоятку. Поэтому все это будет на уровне того, как оно должно быть. Да, конечно, это вообще супер сюрприз. Под конец просто интрига такая. И я теперь вообще очень сильно жду, очень сильно хочу, очень сильно вообще жду, когда все это появится у меня. Для более сложных игр они и оставили этот джойстик, как в Xbox. Ну правильно, да, кстати, это вообще очень классный ход. Тут теперь будет два контроллера. Oculus Touch, видишь как? Интересно, очень интересно. Стреляешь, держишь что-то трогаешь. Просто Ими удобно пользоваться как стоя, так и сидя на диване. Ну да, то есть практически у вас разорванный такой джойстик от Xbox в руках с двумя стикерами. Ну, у нас была Razer Hydra. Честно говоря, мы не сильно в восторге от нее, но я надеюсь, что здесь все будет классно. They have integrated high-precision, low-latency 6 degree of freedom tracking, leveraging the same constellation tracking technology that we use in the Rift, along with Система отслеживания та же, что и в Рифте. И я так понимаю, что они беспроводные. Но это просто штуки. Да. Господи, я говорил про то, что это шнуры, я извиняюсь. Это вообще просто сделано для того, чтобы вы их не уроняли. Да, ощущение, как будто ты держишь виртуальный пистолет, ты стреляешь. Ну, это просто здорово, это просто шикарно. Но как ты будешь с этим двигаться? А двигаться ты будешь стикерами, все верно. Просто все решено. Просто все решено, отлично. Кто-то очень классно придумал. Touch can detect a set of finger poses using a matrix of sensors mounted throughout the inside of the device. Together, they work to recognize natural hand poses. Внутри самого девайса есть еще трекеры, То есть теперь ты которые можешь... даже расположение ваших пальцев отслеживают. Вот так, теперь он даже как на touch реагирует, на тач, да, на само прикосновение.
It's really a great sandbox for playing with things. You can light explosives, dual-wield laser guns, pull robots. Ну, в общем, ты можешь взаимодействовать со многими предметами, стрелять, толкать, рушить, разрушать. Теперь он расскажет про мультиплеер. Toybox называется. Это будет такая игровая коробка, в которой можно даже играть по сети, я так понимаю, да? Или что он говорил про мультиплеер, почему-то говорил? You start to wave to them or to gesture to things so that they can pick them up. And you do it without even thinking about it because you kind of feel like the person is really there in the room. То есть действительно будет ощущение, что кто-то с вами действительно играет. Ну, это виртуальная реальность. А что вы хотели? We really think that Oculus Touch is going to surprise you, and I'm really excited to show off Toybox to a lot of people. I'll be actually running a lot of the Ну, demos. посмотрим, как он себя покажет. Он говорит о том, что покажет на E3, да? Сейчас не покажет или покажет? Нет, сейчас нет. То есть на E3 вы сможете попробовать и эту штуку тоже. Блин, как хочется попробовать это все вместе. Когда же это можно будет уже подержать в руках? Ну, так будут выглядеть геймеры теперь. Я думаю, никто не забросит классический геймплей, классические игры, видеоигры в классическом виде. Ну, просто теперь будет такой формат. Какие новые игры? Тоже сегодня происходит. Спасибо и тебе, Палмер Лаки. И вам всем спасибо. И мне кажется, спасибо мы говорим теперь и всем вам. Поэтому очень хотим сказать, чтобы вы подписывались на наш канал. Для нас это очень важно. Мы такие молодые ребята в чем-то, вот, во всем в этом. Поэтому хотим, чтобы вы присоединились к нам. Мы будем и дальше освещать виртуальную реальность, такую прекрасную тему, о которой мы все с вами мечтали.